Приветствую всех, друзья, на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с Биг Энтони едем, ищем новые локации для копа. Посмотрите, какие места интересные. Вот проезжаем мимо такой огромной усадьбы и решили заехать и немного вам показать ее. Парнинен. Некогда одно из самых роскошных имений в Восточной Пруссии. Первоначально на этой территории располагался старинный замок XIV века, а новое здание построено на его месте уже в XIX веке. В имении насчитывается 42 комнаты. Здесь гармонично сочетались барокко и классические элементы. Перед входом располагались заброшенные ныне пруд и фонтан, а наверху можно увидеть фамильный герб владельцев. После окончания войны усадьбу превратили в школу, потом в здании заседало правление совхоза. Также в разные годы здесь находились Дом культуры, почта и библиотека. Также к имению относились дом управляющего на 10 комнат, молочный завод, красивые конюшни с большим входом, зернохранилище в неоготическом стиле с часами на фасаде, кузница, колесная мастерская, амбары, гаражи с техникой и жилые постройки работников. Кстати, интересна система отопления усадьбы. Помещения отапливались по технологии, которую бы сейчас назвали экологически чистой – биогазом, полученным от разложения навоза. Смотри, висит прям это, дамоклов меч. В 1939 году в Парнинене по требованию имперской службы труда Восточной Пруссии был размещен женский лагерь РАД. Эту структуру создали в период экономического кризиса в 1931 году для трудоустройства безработных, которых привлекали к общественно полезным работам. Подвал. Снова подвал. Напитывайся энергией, ставил. Ага. По-любому они здесь гуляли. Посмотри, Антон, подвалы какие. Везде входы в подвалы, да. Там еще нет. И уходит туда. Это труба.
Посмотрите, сколько лебедей, друзья. Собрание. Какой-то общий сбор у них здесь. Ищем, друзья, места да такие, чтоб поинтересней. Уже вот в тьму таракань такую заехали. Старая аллея липовая. Антон говорит, что здесь немец, по рассказам Да, в 90-е приезжал тут. Знакомый очевидцев. жил на хуторе. Что-то искал, короче. Искал пихтовую аллею, ориентир. И вокруг нее, да, Да, крутилось? да. 2 или 3 дня копался. Ну, ничего не нашел. Это... Сейчас мы найдем, как обычно. Так что, друзья, ставьте лайкосики, пишите комменты. И подписывайтесь. И мы обязательно что-нибудь найдем. Видите вот эти деревья, друзья? Вот тут вот поместье большое было. И вот пашня идет, запашка. Вот за деревьями. И прям к углу этого поместья подходит. Сейчас мы тут и полазим. Вот оно. То, что нам нужно. Антон там вдоль поля идет. Я зашел сюда ближе к усадьбе. Первый сигнал. Вот такая отвертка. Как будто наборная алюминиевая рукоятка. Ну а что, вполне себе рабочая. Можно и забрать. Хороший полевой сигнал. Пуговка какая-то. Что там у нас за узоры? Узор а-ля снежинка. Антон сейчас звонил радостный, говорит, солид поднял. Солид он еще не подымал. Так что поздравляем Антона. Пишем комментарий в поддержку и палец вверх, друзья. Бобровая тропа. Назаготавливал тут себе под плотину. А нам надо перебраться туда, друзья. Ходи, говорит, там, где косуля ходит. И будут находки. Такая почва тут приятная, песчаная. Вот. Смотрите, кто спрятался. Кажется, пуговка. Опа. Двуглавый орел. Братья Бух, наверное. СПБ вижу. Ну да. Братья Бух. Красота. Как я уже и говорил, наш орел российский самый красивый. Еще из обыденного вот показать вам, на полях постоянно попадается, что, как правило, идет цветной металл. От примусов разные запчасти, вот эти вертушки. Видите, здесь Lloyd написано, латунная. Трубка вот эта. Забираем тоже. Если разобрать, вот так вот получается вот эта вот тряпичная материя, которая фитилем служила. Сейчас Антон поближе подъедет. Солидный парень, потому что солид нашел. Блин, что-то ноги в сапогах, друзья, прям подоколели конкретно. У меня ботинки там в багажнике лежат у Антона. Сейчас переоденусь. Еще походить надо, что-нибудь экстравагантное такое найти. Поэтому лайкосики ставьте. Опа.
А вот и он. А вот и он. Пойдемте посмотрим, что там за соль. Ну что, как ты, Антон, там покопал? Я хочу переодеть обувь, потому что ноги замерзли что-то в сапогах. У тебя как? Ты-то эти тюленьи носки надел или нет? Люди добрые. Зуб-то дело такое тяжелое, процедур много, там корень пломбировать, сохранить, не сохранить. Короче, занимаемся. Но на финальную стадию вопрос решен. Нанотехнологии. Лось в помощь. Ты что, вот этот ставить собрался? Вообще, ну смотри какой. Ну-ка, подожди. Блин, он с корнями даже, что ли, Да. или нет? Прям туда его в 2 ноздри ставил. Ну это надо вторую убирать тогда. Жесть. Да, да. А солит что? Нихера ты как этот дикий образ, блин, в этом. Да. Ну тоже молодец. По душа там. Колесницу взял там. Не, ну здесь он видно. Колесница, зуб лежит вообще. Смотри, как. Ага. Римские Пушка. дела. Не, пушка. А, пушка, да. Ну давай, смотри, вот тут Антон Сигналов. Я вот сейчас сюда подошел, хоть находки пошли. Частая находка на полях, никогда не показываю. Гильзы от разных охотничьих мелкашек. И часто они вот сопровождаются такими разного рода рисунками. В данном случае мы видим дубовый листочек. Тканина бронзовая. Что-то желтенькое. Пятерочка. Пятерочка, ребят. 1924. Не золото. Ой, какой сигнал, друзья! А, мы что там? Он скурился, представляешь? Ага. Она. Туда! Кусочек колокола попался, нижняя часть. Надпись. На латыни, наверное, что-нибудь написано. Бронзовый. Забираем. Дедушка и меди нет. Закидывает в копилочку ее. Представляете, иду сейчас, уже все. Да, иду к машине. Антон говорит, что, Пах, есть серебришка? Я говорю, да нет. Откуда? И сигнал. Прям вот все, я уже чуть ли не выключил прибор. Я уже вижу, что краешек тот, что нам нужен. И по размеру это 1/2 зильбергроша. Потому что очень маленькая монетка. Но очень приятная, друзья. 1/2. Причем в этих местах я уже находил именно тоже 1/2. И это не настолько частые монеты.
Кстати, чуть-чуть на генерала напоминает. Вот этот дядька. Генерал приболел у нас. Сегодня не поехал, сказал, будет лечиться. Так что пишите ему пожелания выздоровления. Он сразу на поправку пойдет. Мгновенно просто. Вот вам, пожалуйста. Зачет. Друзья, мистика, да и только. Вы представляете, вот Антон прям говорит, есть серебро, пах. Я говорю, да не, куда там. И вот выкапываю этот сигнал. Вот он, полугрошевик, так сказать. Сегодня еще мистический случай произошел. Брал с собой 2 йогурта питьевых, как обычно. Пока нашли место, приехали. Я возле машины выпил. Мы даже рюкзаки с собой брать не стали. И пошел копать. Антон сюда приехал. Хочу выпить второй. Нету второй бутылки. Антон говорит, я, говорит, не пил. Но я ему верю. А куда делся тогда йогурт? Ну ничего, у генерала есть детектор лжи в подвале. Потом, может быть, будем проверять Антона. Но я верю ему, как бы. Че, он выпил бы мой йогурт, что ли? Все, друзья. Сейчас подводим итоги и едем за кофейком. Пришли к машине подводить итоги. Ну, друзья, честно, сегодня скудно до нельзя. Походили. Но Антон очень доволен солидом. Первый солид, да. Первый солид. Говорит, давай в чебуречной обмоем его. Я говорю, не, Антон. Уже чебуреки не лезут просто. Кофе-то домой. Не знаю, мне пушка нравится. Пушка, может, французская какая-нибудь была. Да не, мне кажется, это не пушка, Антон. Мне кажется, это... Да, пушка. Хотя не, вон пушка, все правильно. Пушка в середине. Вон же видно, блин, это. Да. Ствол видно. Зуб, конечно, это вообще что-то с чем-то. Ну, какой-то очень большой. Не кабаний, Слушай, точно. смотри. Предполагаю, знаешь, какой он усиленный? Может быть, волчиной? Ну, Кость сейчас кромсать. охотники напишут, чей это. Да, напишите, потому что, ну... К Антону померили, не подходит, сильно большой. Полчелюсти снимать надо. Ну что, друзья, у меня вот такой набор. Смешноподобный. Но все-таки 1/2 зильбергроша была. На выходе все-таки я хватанул ее. Ну, пуговка еще тоже. Братья Бух. Все. Цветнина есть. Никуда без нее. Так что мы за кофе поехали. Погуляли, подышали, самое главное. А находки что? А находки, Антон, будут, правильно? 16 тысяч шагов я лично сделал. И этим я доволен. Антон, в принципе, тоже доволен прогулочкой, да? Да. Взяли кофе, чтобы путь домой сгладить и скрасить маленечко, потому что что-то аж вырубает. Погода такая. Промерзли немного. Промерзли, да, не слабо. Так что поедем отогреваться. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписался, ставьте палец вверх. И, конечно же, пишите ваши комментарии. Ваше здоровье, друзья. Всем пока. Счастливо всем. Всем до новых встреч.